Вот уже подряд 2 дня я сижу рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу тело свет в самый свой любимый цвет. Наверное, многие из вас могут напеть припев этой детской советской песни. Но вот лично я лишь смутно знаю, что там про то, как люди не могли понять смысла необычного рисунка главной героини, и тем более не в курсе предыстории этого детского хита середины 60-х годов. А ведь все началось в Тбилиси. Один бакинец, бывший фронтовик, окончил консерваторию, где его наставником был известный азербайджанский композитор Гара Гараев, и решил переехать в соседнюю республику, ввиду открывшихся там карьерных перспектив. Это был Константин Певзнер, основатель нескольких самобытных музыкальных коллективов. В 1958 году по его инициативе был создан эстрадный оркестр «Реру», быстро завоевавший популярность в Грузии. Через несколько лет к руководителю коллектива привели талантливую девочку. Это была начинающая маленькая певица Ирма. В то время вообще была мода выводить на сцену детей-вундеркиндов. Так в Советском Союзе уже была известна Сугра Багирзаде. Через некоторое время 6-летнюю Ирму узнал уже весь Тбилиси, но для выхода на всесоюзный уровень ей была нужна хорошая песня. И только на русском. Музыка у композитора Константина Певзнера уже была, но для написания текста он пригласил 2 московских литераторов – Григория Горина и Аркадия Арканова, широко известных в узких кругах как Григорий Офштейн и Аркадий Штейнбок. Первый в то время занимался в основном написанием сюжетов для клуба «Веселых и находчивых» и публиковал юмористические рассказы в столичных журналах. Второй тоже в основном тогда трудился в области юмора, многие помнят его из начала нулевых как постоянного гостя всевозможных аншлагов, где он читал что-то на тему юмора с безэмоциональным лицом. Короче говоря, Штейнбок и Офштейн, а в миру Арканов и Горин, по просьбе своего знакомого написали песню для этой грузинской девочки, которая внезапно оказалась очень цепляющей. Так маленькая Ирма презентовала свой хит в Москве. Собственно, для этого все и затевалось. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево поют. В 1966 году фирма «Мелодия» выпустила оранжевую песенку. И вскоре звонкая мелодия про оранжевых мам, которые оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют, зазвучала по радио. Ирма всегда очень скромно держалась на сцене, блестяще исполняя не только грузинские народные песни, но даже и американский джаз. Ирма Сухадзе родилась в Тбилиси 28 ноября 1958 года. Ее папа был кандидатом технических наук, а мама – лингвистом. Петь она начала очень рано. Так в 5 лет девочка уже выступала на республиканском телевидении с итальянской и грузинской песнями. Когда уже в 1965 году Ирме довелось принять участие в съемках «Голубого огонька», она уже была вполне опытной артисткой. Исполняла песни на хинди, итальянском, английском, без труда могла перейти на скет в стиле Эллы Фиджеральд.
knows. But we'll take it as your passion, your interpretation. Оранжевую песенку крутили по радио, но не менее известной мелодией в исполнении Ирмы была и трогательная «Топ-топ». Топ, топ, топает малыш, с мамой по дорожке милый стриж. Маленькие ножки не спешат, только знай себе твердят. В это же время телевизионщики из Польши сняли о девочке фильм, в котором она также исполняла не самые простые даже для профессионала джазовые стандарты. My blue, blue, blue moon, and me sat such a pretty tune, like this blue, blue moon. من دركي كده كي بركي كي يتلمين مني كودك هامي كده من دركي كده كي بركي كي يتلمين مني كودك هامي Ирма Сухадзе покорила сцену в детском возрасте, но с годами не бросила петь, вышла замуж и воспитала 2 дочерей, имеет 3 внуков. Заслуженная артистка Грузии 25 лет работала на Первом государственном грузинском телеканале, была редактором авторских программ. В 2008 году в рамках народной дипломатии дала концерт в Москве, выступала за нормализацию грузино-российских отношений, как раз когда Россия напала на Грузию. Как известно, та война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия, а Грузия впоследствии разорвала дипломатические отношения с Россией. Строчки «Эту песенку давно я пою повсюду, стану взрослой, все равно петь ее я буду» оказались пророческими. Ирма Сухадзе на протяжении многих лет выступала сама и организовывала благотворительные концерты, собирая средства для детей-сирот и беженцев. Та девочка, которая пела с эстрады об оранжевом небе, теперь пишет музыку, устраивает творческие встречи и занимается делами собственной студии для детей. Сегодня я хочу вам спеть несколько своих собственных песен. Я пишу песни в последнее время как на слова грузинских авторов, так и на слова, на тексты русских поэтов. И вот сейчас я хочу спеть вам одну из них. Potol şebe bederim o parpades mimğererame Ase sevdiğin çerer hopiga abrili zahame Toarem uam bolar sklaves Hamis krceli zagabari Gushi çame zvat minda krcobis minda lamvari. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!